Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы прогуляемся по заброшенным цехам и складам завода «Радиотехника», а также посетим хорошо сохранившееся советское бомбоубежище. Приятного просмотра! Попал я в одно интересное место. Спортивный комплекс бывшего завода ВЭФ, завода электротехники. Сюда приходили рабочие, чтобы поплавать в бассейне. Перед плаванием в бассейне просим вас помыться в душе. Душевые кабины здесь были похожи. В сауне запрещено намазываться медом и кремами. А вот и сами сауны похожи. Печка. И довольно-таки компактная сауна. Хотя на самом деле она больше, чем показалось мне сначала. Несмотря на то, что здание заброшено, тут горит свет. И вполне вероятно, что за зданием присматривают. А вот и сам заводской бассейн. Пьедесталы для третьего, второго и первых мест. Возможно, тут даже были соревнования по плаванию среди заводчан. Кстати, завод ВЭФ — это было дочернее предприятие радиотехники. Так что вполне вероятно, что сюда могли приходить и работники радиотехники тоже. Бассейн, я думаю, был 25 метров. С одной стороны глубже, а с другой менее глубокий. Электромегафон. Советский громкоговоритель. И различные принадлежности для плавания. Все здание в сырости, в плесени. И помимо бассейна тут еще был спортивный зал. Потолок обрушился. Шведская стенка. Плакаты 2000-х годов о соревнованиях по тэквондо, боевому искусству. А этот плакат даже более старый, 96-го года.
женские и мужские соревнования по тэквондо для юниоров. В Барселоне они проходили. Вот тут, похоже, был вход в здание бассейна. Касса. — 2018 года календарь. То есть этот бассейн был закрыт, получается, не так давно. Потому что сам завод ВФ, насколько я знаю, был закрыт сразу после распада Советского Союза. Кстати, вот еще интересная вещь. Ящики для ключей от шкафчиков, которые выдавались посетителям. Печатная машинка. Не пойму, правда, какой фирмы. Конечно, ей необходим ремонт. Но находка интересная. Слушаем. Он занят. Занимается физрядкой. Сразу. Нетрудно заметить, что эти люди дружат со спортом, но прославились они отнюдь не спортивными успехами. Конструкторы рижского завода ВЭФ известны как создатели автоматов. Об этом нам расскажет Леонс Розе. Уже в 1952 году на заводе был создан цех новой технологии. Сейчас в нем работает 40 инженеров-конструкторов. Мы изготовили десятки автоматов, автоматических линий и другого оборудования, которые дали за это время много миллионов рублей экономию. Наши автоматы известны далеко за пределами республики. Для радиоприемников и автоматических телефонных станций нужно множество деталей. И то, что раньше делалось вручную, теперь выполняют станки. Заводские новаторы создали около 50 типов автоматов, 40 конвейеров, 4 автоматические линии. За семилетку ВЭФ станет заводом комплексной механизации и автоматизации. Грузовой лифт. И, похоже, работающий. Никогда не катался на таких. Тут почему-то аж 8 кнопок. Хотя этажей в здании вроде 5. Поедем на 3-й, наверное. 2-й. Придется идти пешком, похоже. На 1-м этаже располагаются офисы работающие и интернет-магазин. А вот уже выше находятся те самые заброшенные цеха. Доска приказов и объявлений. Наставничество молодежи. Что ж, а вот здесь
как раз таки, похоже, уже было само производство. Тут делали вот эти все вещи. Ой, интересная стоит лампа. Не удивлюсь, если такие лампы здесь тоже производились. И вот лежат еще фотографии. Герой Советского Союза. Антоненко. Герой Советского Союза Вересков. Это были, судя по всему, военные. Материальная кладовая. Кладовка для материалов, как я понимаю. Тут даже уже разная электроника лежит. Вот это, я так понимаю, были ящики для резисторов. Блин, так скрипнуло под ногой лампа, что я чуть не посидел. Ящики для резисторов, для разного сопротивления в омах. Вот написано. Какая-то машина еще интересная. Различные лампочки. Переключатели. Плата даже лежит какая-то. Совсем новая в коробочке. Вилки, розетки. Чего тут только нету. Резисторы. Переключатели. Тоже совсем новый переключатель. ПЭВ. Вот что это такое, я не знаю, честно. Вот это да, конечно. Конденсаторы самые разные. Маленькие, большие. Вот это я в шоке. Продолжение конденсаторов. СГМ, ЭГЦ. Любителям электроники, конечно, тут было бы, ну, крайне интересно. Тут очень много электроники. Радиолампы. Неужели? Даже радиолампы есть. Полный ящик радиоламп. А вот совсем новенькие радиолампы в упаковках. Даже ни разу не распечатанные. Вот это да. Еще радиолампы. Что-то еще лежит в коробках. Не распечатанная. Еще одна радиолампа. Вот это, конечно, находки. Такого я здесь явно не ожидал увидеть. Календарь висит за 1990 год. Интересные такие полки с крутящимся механизмом, что ли. То есть можно было крутить ручку и выезжали полки с теми деталями, которые были нужны для производства. Тут таких несколько. На последнем этаже завода должен находиться спортзал. Кладовки.
инструкция по пользованию пускателями. Много разных упаковок, даже не открытых, я так подозреваю, с советских времен. А внутри этих упаковок были инструкции. Инструкции по пользованию продукцией завода. Вот Рига 17. По-моему, это на украинском языке. Стиральная машина Рига 17. Инструкция, как ей пользоваться. Да. И все на украинском языке. Присылались такие посылки с Москвы. Даже до сих пор печати, штампы. Обалдеть просто. Это, видимо, те изделия, которые отправляли на Украину, к ним давали инструкцию на украинском языке. А вот и спортивный зал. Баскетбольная корзина. Размеры впечатляют. Для рабочих завода были доступны занятия по волейболу, футболу и многим другим видам спорта. Даже мячик остался, но уже совсем сдутый. Вот стоят футбольные ворота и еще один мяч, но тоже сдутый. Тут в одной из комнаток стоят столы для ноуса и для настольного тенниса. Похоже, что этот завод потихоньку собирается оживлять. И, возможно, скоро даже этот спортивный зал восстановят. Попал я в одно весьма интересное бомбоубежище. Принадлежало оно большому заводу. Плесень здесь практически везде. Информация по гражданской обороне. Обязанности коменданта убежища. Порядок заполнения убежищ. По запаху чувствую, что это дизель генераторная. Различные запасные детали, шестеренки, цепи. А вот и сам дизельный генератор. В случае потери электричества можно было запустить этот генератор прямо в бункере и запитать его электричеством. Дизель-генератор в отличном состоянии. И мне кажется, что если бы сюда пришел бы механик и сейчас его смазал бы,
и обслужил бы, то он мог бы даже запуститься вполне. Имущество гражданской обороны. Такие крупные кувалды. Даже небольшой тельфер. И склад лопат. Причем весьма в неплохом состоянии. Тут лежат противогазы. Не знаю, насколько людей был думан этот бункер, но противогазов здесь достаточно много. Что интересно, в основном довольно старые противогазы, ГП-4У, неполная маска. И такие вот большие фильтры для противогазов. Так, подозреваю, даже ни разу не открыванный комплект. Тут лежит противогаз. Такой же, как и там был. ГП-4У. И фильтр для него. Кстати, насколько я знаю, такие фильтры, они довольно быстро выходили из строя, отрабатывали свой ресурс. И их надо было менять чуть ли не каждый час или сколько. Но эти фильтры побольше, их, наверное, реже. Но суть в том, что, по идее, фильтров в бункере должно быть гораздо больше, чем противогазов. Продолжение полок с противогазами. К сожалению, все в плесени. И время ничего не щадит. Тут стоит бак на 700 литров для топлива для дизельного генератора. Но сейчас уже пустой. А также бачок с маслом для генератора. Старый огнетушитель. Интересно, какого года бумага? Неужели это 79-й год? То есть этот огнетушитель стоит тут уже несколько десятков лет. Такие же огнетушители. В 89-м году их сюда привезли. Электрощитовая. И снова различные инструкции 88-го года. Документы. И календарик 1986-го. Год катастрофы в Чернобыле. Оружие массового поражения и защита от него. Интересная советская книжка. Наверное, про ядерное оружие. Да, вот здесь нарисован дозиметр, его схема. Вот бета-гамма-радиометр. Все про ядерное оружие.
Оценка радиационной обстановки на объекте народного хозяйства. То есть как оценить, есть ли радиация на каком-нибудь заводе или в каком-нибудь доме культуры или универмаге. А это, так подозреваю, был учебник для тех, кто должен был учить гражданскую оборону. Здесь написаны различные вопросы и ответы на них. Помимо книг на русском языке, здесь есть еще и книжки на латышском языке, тоже по гражданской обороне. Это нужно знать каждому. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Сложно сказать, насколько человек было спроектировано это убежище, но зал достаточно большой. Думаю, не менее, возможно, даже 500 человек. Тут предусмотрены были такие шконки для людей, на которых они могли сидеть, а возможно даже и спать. И когда-то они были, я так подозреваю, двухъярусные. Просто сейчас их уже разобрали. Медицинский кабинет. Такая вот кушетка. Это такая была шапка. Да, я так подозреваю, это был подшлемник. Старый телефон для связи. И шкафчик. Когда-то здесь были медикаменты. Книга записи амбулаторных больных. Ни одной записи здесь нету. Как и многие другие бомбоубежища. Слава богу, его не пришлось применять по назначению. И здесь проводились лишь учения. Вот это да. Даже вода здесь есть. Вода, мыло. Мужской туалет. Так вот выглядел туалет в бомбоубежище. 4 кабинки и 2 умывальника. А вот это женские туалеты. В принципе, здесь все то же самое. Носилка для раненых и больных. Но они все покрылись плесенью. Впрочем, как и все в этом бункере. Здесь были баки синего цвета, значит, с питьевой водой. Запас воды 6400 литров. Что ж, завод был большой, рабочих много, и надо было для всех все предусмотреть. Что-то не хочет вода течь из этого бака. Похоже, что они пустые. А вот это вот так называемая фильтр-вентиляционная система, которая позволяла поддерживать свежий очищенный воздух в бомбоубежище. Выглядит весьма внушительно.
Инструкция про средства защиты для органов дыхания. Еще фильтры. Ящик полный противогазов. Совсем новых. Тут лежат противогазы ГП-5. Всеми известный слоник. И опять же фильтры. И здесь у нас еще один ящик со слониками. Одно интересное мое наблюдение, признак, что люди здесь особо много не находились, то, что пустые мусорники. Потому что обычно в тех местах, где люди долго работали или жили, когда их забрасывают, мусорники оставляют полными.